Всем доброго дня, меня зовут Надежда, я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такой вот узор. И выглядит очень эффектно и вяжется при помощи скрещенных петель. По одной петле перекрещивается в каждом ряду, как в изнаночном, так и в лицевом. Раппорт состоит узора из 12 петель в ширину и 12 петель в высоту. У меня набрано 26 петель, из них 2 раппорта узора плюс 2 кромочные, и провязан 1 раппорт в высоту. Применяется данный узор в шапках, шарфах, свитерах, бактусах, зимних джемперах, межсезонье можно, да. Очень хорошо, эффектно смотрится на пряже, на толстой пряже, да, и на крупных спицах. Это по моим наблюдениям. Вы же можете использовать этот узор на любом, практически на любом типе пряжи, да. Если интересен он вам, оставайтесь со мной, а я покажу, как он вяжется. На спицы любым удобным способом мы набираем 26 петель. В данные 26 петель входят 2 раппорта узора и 2 кромочные петли. И первый ряд мы вяжем изнаночными петлями, он же у нас будет установочный, и впоследствии повторяться не будет. Первую петлю снимаем. И далее до конца ряда провязываем изнаночными петлями. Вяжем первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 2 петли лицевых, дальше 1 петлю снимаем на вспомогательную спицу, 1 петлю провязываем лицевой петлей, и провязываем лицевой петлей петлю, снятую на второй спице. Вот таким образом у нас получилась перекрещенная петелька. Вот она. И так вяжем до конца ряда. 2 петли провязываем лицевыми, 1 петлю снимаем на вспомогательную спицу, спица перед работой, 1 петлю провязываем лицевой петлей с основной спицы и лицевой петлей петлю со вспомогательной спицы. И так вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. И если бы вы провязали все правильно, последние 2 петли у вас должны быть перекрещенными. И провязываем кромочную петельку изнаночной и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. В изнаночном ряду мы также будем с вами делать перекрещенные петли, только во втором изнаночном ряду, я имею в виду ряд, который следующий, также будем делать перекрещенные петельки. Первую петелечку мы снимаем, 1 петлю снимаем на вспомогательную спицу, сняли нить, у нас идет за работой в изнаночном ряду. Дальше 1 петля изнаночная с основной спицы, провязали. Дальше 1 петлю провязываем со вспомогательной спицы. Дальше 2 петли изнаночные, 1 петлю мы снимаем на дополнительную спицу, оставляем ее за работой, снятую петлю, провязываем 1 петлю изнаночную, и провязываем изнаночной также петлю, снятую с дополнительной спицы на нашей.
2 петли изнаночных. И так вяжем до конца нашего ряда, последняя кромочная изнаночной петлей. Довязали второй изнаночный ряд, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Вяжем третий ряд, он же лицевой. Третий ряд вяжется полностью лицевыми петлями. Первую снимаем кромочную и дальше вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее одну петлю снимаем на дополнительную спицу. И в 4 ряду петля будет перед работой. Дальше провязываем одну петлю изнаночной петлей. Провязали. Далее провязываем изнаночной петлей снятую петлю, которая у нас на дополнительной спице. Провязали 2 петли изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Последняя кромочная у нас изнаночной петлей. Довязали наш ряд до конца, он у нас был 4-м изнаночным, разворачиваем на лицевую сторону. Пятый ряд, он у нас будет лицевой, вяжем его следующим образом. Одну петлю снимаем, 2 петли провязываем лицевыми петлями. Далее одну петлю снимаем на вспомогательную спицу. И отправляем спицу за работу назад. Далее провязываем одну петлю лицевой с основной спицы. И далее провязываем одну петлю, снятую со вспомогательной спицы. И так вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную мы будем с вами провязывать изнаночной петлей. Довязали 5-й ряд, разворачиваем на изнаночную сторону. В 6-м ряду мы будем вязать петли все изнаночными петлями. Вяжем 6-й изнаночный ряд. Первую петельку мы снимаем и вяжем полностью до конца нашего ряда, включая кромочную петлю, все петли изнаночными. Довязали ряд до конца, разворачиваем на лицевую сторону. Вяжем 7-й ряд. Первую петлю мы снимаем. 2 петли провязываем лицевыми петлями. Дальше одну петлю снимаем на вспомогательную спицу, оставляем ее перед работой. Одну петлю провязываем с основной спицы лицевой петлей и провязываем лицевой петлей петлю со вспомогательной спицы. И так вяжем до конца нашего ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Довязали ряд до конца, разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 8-й ряд. Первую петельку мы снимаем кромочную. Далее одну петлю мы снимаем на вспомогательную спицу. Отправляем снятую петлю за работу. Далее провязываем одну петлю с основной спицы изнаночной петлей. И провязываем одну петлю со вспомогательной спицы изнаночной петлей. Провязали. 2 петли провязываем изнаночными. И так вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Довязали наш ряд до конца, разворачиваем на лицевую сторону. Вяжем 10-й ряд, он же у нас лицевой. 10-й ряд провязываем полностью лицевыми петлями. Первую петлю снимаем кромочную и вяжем до конца ряда лицевыми петельками. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей.
Довязали ряд до конца, разворачиваем на изнаночную сторону, вяжем изнаночный ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем. Далее одну петлю снимаем на вспомогательную спицу. Прошу прощения, у меня спица улетела. Снимаем на вспомогательную спицу одну петлю. Оставляем снятую петлю перед работой. Провязываем одну петлю изнаночной петлей с основной спицы. Далее провязываем одну петлю изнаночной петлей со вспомогательной спицы. Провязали. 2 петли провязываем изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда, повторяя узор со скрещенной петли. Довязали ряд до конца, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и вяжем 11 ряд, он же у нас будет лицевой. Первую кромочную снимаем, 2 петли провязываем лицевыми петлями. Далее одну петлю снимаем на вспомогательную спицу. Оставляем снятую петлю за работой, провязываем одну лицевую петлю с основной спицы, далее провязываем лицевую петлю со вспомогательной спицы. Провязали. Далее провязываем 2 петли лицевыми. И так вяжем до конца ряда последнюю кромочную изнаночной петлей. Довязали 11 ряд, он же лицевой, до конца, разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем изнаночный ряд. Он же у нас 12 и он же заключительную высоту нашего раппорта. Первую петлю снимаем и вяжем 12 изнаночный ряд полностью изнаночными петлями до конца. Последнюю кромочную провязываем также изнаночной петлей. И разворачиваем вязание на лицевую сторону. Мы с вами сейчас закончили вязать наш раппорт в высоту узора. Да? Он у нас составляет 12 рядов. Я напомню, в эти 12 рядов входят как изнаночные, так и лицевые ряды. Выглядит узор вот так на этом этапе. Вы же, конечно, можете вязать, продолжать вязать в высоту столько раппортов, сколько требует ваше изделие. Здесь высота раппортов не ограничена. Также можете сварьировать, сделать полураппорта, если вам много, допустим, раппорта в высоту в определенном изделии, либо же, допустим, добавить эти же полураппорта. Здесь можете поварьировать, да, с узором, но в целом узор довольно эффектный, подойдет хорошо для кардиганов, для бактусов, возможно, даже шапок, джемперов зимних. Данный узор имеет большой спектр применения, и я думаю, что вы найдете ему применение также в своих изделиях. Я надеюсь, была для вас сегодня полезна. Спасибо за внимание и пока.